Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Выпечка традиционно турецкая, популярная и невероятно аппетитная у нас сегодня. Погача. Есть разновидности, но все рецепты объединяют вкус самого теста. Обо всем по порядку, давайте скорее начнем. 85 мл слегка теплой воды смешиваем с чайной ложкой сахара. Добавляем дрожжи. 25 граммов свежих или 8 граммов сухих. Размешиваем до полного растворения. В конце добавляем для подпитки еще 10 граммов муки. Здесь сейчас останутся комочки, позже они сами разойдутся. Пока уберем в сторону. Остальную муку в количестве 490 грамм высыпаем в глубокую миску. Добавляем сразу 20 граммов сахара и 12 граммов соли. Если вы не привыкли к соленому, то соли 7-8 грамм будет вполне достаточно. После перемешивания выкладываем мягкое сливочное масло в количестве 150 грамм. Необходимо сделать крошку. Не обязательно, конечно, чтобы она была однородная. Вот так подойдет. Отдельно 150 граммов густой сметаны и одно яйцо перемешаем. В оригинале эта выпечка готовится с использованием густого турецкого натурального йогурта, но, увы, у нас такой не производят. Может быть, если только греческий возьмете. Но и со сметаной тоже будет хорошо. Дрожжи поднялись, заметно увеличились в объеме. Перемешиваем обязательно. И все, можно собирать тесто. Это просто. В муку со сливочным маслом выливаем сметану с яйцом, следом дрожжи. Перемешиваем лопаткой, чтобы смочить крошку. И можно собирать руками. Тесто очень хорошее, почти сразу не липнет. Вымесим минуту-две. Накроем тесто в контакт пакетом или пленкой, чтобы не было соприкосновения с воздухом. Уберем в холодильник на 30 минут. В тепле такое тесто нельзя оставлять. Масло будет таять от тепла и только будет мешать подъему дрожжей. Спустя 30 минут клейковина разовьется. Делим тесто на 12 кусочков. По 80 граммов примерно один получается. Сразу округляем, скатывая шарики. Погачу распределяем на расстоянии на противне. Для удобства использую пергамент. Теперь погачу нужно слегка придавить, чтобы лучше пропеклась и не была слишком круглой. Смазываем перед выпечкой желтком, смешанным с чайной ложкой сметаны. Вместо сметаны, повторю, можно использовать йогурт. Хорошо наносим вилкой узор, он будет слегка заметен. И в завершении по желанию присыпаем кунжутом или черным тмином. Ставим выпекать погачу в горячую духовку. Температура выпечки 190 градусов, время около 25 минут. В электрической духовке температуру можно ставить 170 градусов, нагрев низ, и включать конвекцию. Аромат на весь дом. Сдобная погача удалась на славу. Переносим ее на решетку, чтобы она немного остыла. И давайте уже скорее попробуем. Сразу покажу вам горячую в разломе. Сверху чувствуется хрустящая корочка, а внутри мягчайшее тесто. И да, сразу скажу, что выпечка не сладкая. Тесто очень воздушное, мягкое, но так как горячее, еще не возвращается в обратное состояние. Да и сдобы здесь достаточно. Посмотрим на погачу уже спустя несколько часов. Тесто изменилось. Стало более стабильным. При этом такое же мягкое, воздушное, с хрустящей корочкой. Я думаю, что вам понравится.
Готовьте с удовольствием, буду только рада. Делитесь рецептом с друзьями. Пока!